Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Погодка сегодня снова не радует, дует сильный ветер, срывается дождь, но в землянке, как говорится, сухо и тепло. Но хотя в такую, скажем прямо, не очень приятную погодку помыть посуду в реке становится совсем некомфортно. Поэтому, как я и планировал, сегодня займусь установкой рукомойника. Но для этого мне потребуется глина и речные камни. Ну и я сейчас направляюсь заготавливать материалы. Снова вот такой вот шторм. Практически как в океане. Сильный ветер. Сейчас, возможно, будет задувать звук. В общем, я буду набирать камни для установки раковин. Вот я принес камни и замочил в ведре глину. Вчера я планировал сделать каркас из дерева, согнуть такую дугу, и здесь будет небольшой столик из камушков. В принципе, сегодня концепция меняется, потому что согнуть так, как мне хотелось, у меня не получалось. Я понимаю, что нужно ее хорошенько замочить, потом распарить. Первую ветку я пытался хорошо проливать с чайника кипятком, но все равно при изгибе она лопнула и ничего не получилось. Но второй раз на 2 часа замочил в воде вторую ветку, и после этого засунул ее в печь, хорошенько прогорел. Но, к сожалению, тоже она согнулась неудачно, не так, как мне хотелось. Поэтому я отбросил эту идею и буду делать полностью из камня всю подставку под мойку. Вот здесь я прорезал, пропилил и выбил стамеской прорезь, паз. И вот здесь она ляжет на это бревно, и я прихвачу саморезами. И она уже будет иметь 2 точки опоры. И останется вот здесь вот поднять из камня такую стеночку опорную, столбик. Я думаю, что будет все нормально держаться. Ну и здесь как-то уже потом задекорирую. Но декорации будут позже. А сейчас мне нужно сделать, чтобы она функционировала и можно было помыть посуду, умыться и так далее. В раковине я пробил 2 отверстия с помощью гвоздя и закрутил 2 самореза прямо в бревно. Раковина держится уже очень крепко. В принципе, можно подводить коммуникации и уже пользоваться. Ну и потом заниматься наведением красоты. Сейчас я займусь рытьем траншеи для пластиковой трубы, по которой будет отводиться вода из рукомойника. А заодно подровняю пол в зоне печки и входной двери. И полностью присыплю его мелким камнем, как я делал лестницу на улице. Для того, чтобы, когда будет снег, на обуви будет заноситься какая-то часть снега в помещение. И чтобы не было луж и грязи, камушки будут служить дренажом, и вода будет впитываться вниз, а камни сверху будут оставаться сухими.
Вот подкоп готов. Вот примерно так будет идти труба. Здесь я, как я говорил, сделал небольшое понижение в земле, для того, чтобы засыпать камнями. Ну и теперь займусь траншеей на улице. Сейчас нужно убрать эти дровишки. И буду копать вдоль туда по оврагу. Дела понемногу идут. Я прокинул трубы и начал засыпать траншею камешками. Вот заодно и площадку возле входа. Сейчас еще немного подсыплю, передвину дровишки. И полностью хочу закончить уже уличные работы, потому что грядут морозы. Если синоптики снова не обманут, то со следующей недели уже будет стабильный минус. Сегодня целый день минус. Такие вот сосульки понамерзали на ветках. Ну вот канавку засыпал и перед входом хорошенько просыпал. Вроде неплохо получается. Сейчас снова переложу дрова на место и продолжу досыпать на улице, пока есть такая возможность, погода позволяет.
так получилось обсыпать. Засыпал траншею, обсыпал немного вокруг землянки. Думаю, в перспективе, если погода позволит, еще в этом году немного поподсыпаю все вот эти вот склоны земельные, тропинки эти. Сегодня уже немного подустал, да еще надо насыпать пол внутри землянки, там где я подровнял площадку, и заняться подключением мойки, потому что сегодня опять шторм, и мыть посуду в такой воде совсем не хочется. Но осталось совсем немного, чтобы доделать раковину, поэтому снова иду за камушками, засыплю пол и займусь подключением раковины. Я притянул еще несколько ведер мелкого камушка и сейчас буду разравнивать пол возле входа. Возможно, его немного не хватит, но сегодня я уже больше тягать не буду. Во-первых, устал, а во-вторых, земельные работы еще здесь будут продолжаться, в том плане, что пол будет равняться, выбираться. И в принципе я смотрю, что очень красиво получается. И пол, наверное, полностью весь сделаю вот так вот из камня. Так вот, дальше, когда буду равнять пол, будет много земли, и, скорее всего, будет просыпаться на эти камушки, и станет грязно и некрасиво. Поэтому я специально сделаю немного меньше уровень, чтобы потом можно было, принеся пару ведер, сверху обновить, и будет снова красиво и чистенько. Ну что ж, камушки разровнял на этом участке пола. Стало очень симпатично. Думаю, что на всем остальном полу сделаю точно так же. Ну а в раковине уже ждет грязная посуда горячую воду. Поэтому сейчас пойду наберу воду, поставлю ее греться. И в это время буду заниматься подсоединением крана. По рекомендации подписчиков я привязал к котелку веревку, чтобы можно было с мостика набрать более-менее чистую воду, а не мутную возле берега. Главное с него не упасть. В такую погодку в ледяной воде совсем не хочется оказаться. Трещит. Ну, вот где-то здесь попробую. Вода уже замерзает прямо на лету. Я думаю, что синоптики опять ошиблись, и морозы наступят раньше, чем они предполагают. Но это меня не пугает.
удачно. Не шлепнулся. Ну что, сейчас ставлю греться воду и занимаюсь подключением крана. Котелок с водой практически нагрелся. Ведро я повесил пока временно, вот так через ручку на строительную скобу. Ну а завтра сделаю полочку из ДСП и поставлю его уже более надежно. Кроме того, полочка пригодится для всяких мелочей. Я уже проверил слив. В принципе, все нормально работает. Немного подтекало, но, как говорят сантехники, все это зарастет. Я перетянул все соединения, и все, уже нигде нету капель. Ну и тем более паркет тут у меня не вздуется. Думаю, не критично, если какая-то одна-две капельки упадут. Ну а потом я обнаружил одну проблему. У меня на кране и в том штуцере, который из ведра, не оказалось прокладок. Я их, оказывается, не взял, не купил. В общем, забыл. Поэтому пришлось отрезать небольшой кусочек от шланга пластикового, которым будет соединяться ведро с краном, и пропалить с помощью большого гвоздя отверстие и вырезать такую круглую прокладочку. Думаю, что она вполне справится со своей задачей. В общем, сейчас ставлю штуцер и буду устанавливать кран. Сейчас у меня стоит дилемма: ведро с водой на полке ставить максимально выше, чтобы она не мешалась, либо наоборот немного ниже, так как сейчас оно висит, чтобы было хоть более-менее удобно заливать в него воду. Изначально у меня были грандиозные планы, когда я думал, что с электричеством будет все в порядке, мне будет на все хватать. Я приобрел такой небольшой водяной насос, который используют в автомобилях для омывания ветрового стекла. И думал, что в принципе с помощью него, закинув туда шланг, можно будет снизу закачивать воду. Но так как сейчас лишней электроэнергии нету, так можно будет делать только летом, поэтому этот вариант пока отпадает. В общем, пока буду заливать вручную. Да, и коль речь зашла о сантехнике, старенький коротенький анекдот про сантехников. Устроился на работу молодой парень сантехником и на первый выезд поехал со своим наставником, прорвало канализацию. В общем, старший залез в люк, ныряет туда, что-то крутит, вертит, а молодой подает ему инструмент и так далее. Помогает, в общем. Вылазит старший, выныривает весь в фекалиях, грязный, пахучий. Но молодой спрашивает: Петрович, а вот ты долго работал, чтобы вот стать уже старшим? Тебе, смотрю, уже ответственные работы позволяют выполнять. Да, говорит, много лет проработал, теперь мне доверяют самые опасные и ответственные работы. Так что учись, студент, а то так будешь всю жизнь ключи подавать. Ну что, осталось подключить штуцер и одеть на него шланг. И можно будет заливать воду. Опа, пошла вода. Ну что, все заработало. Теперь залью горячую воду
И приступаю к мойке посуды. Ну что, совсем другое дело. Это уже не в ледяной водичке. Я очень доволен. Замечательно получилось. Потихоньку буду это все декорировать. Будет все красиво и функционально. Ну что, уровень комфорта подходит к пятизвездочному. Надеюсь, до Нового года я успею сделать так, чтобы было вообще как в лучших домах Парижа. А сейчас я буду готовить еду. Очень проголодался, немного устал. Нужно еще наколоть дров на вечер и на ночь. Собственно, поэтому буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, до скорых встреч в следующем видео. Пока.